Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь испанский традиционный хлеб пан де альгароба. Сначала сделаем аутолис. Для этого смешаем все указанные ингредиенты и оставим на 30-45 минут. Пан де альгароба делается традиционно с кэрабом. Кэроб – это плоды рожкового дерева, которые характерны для нескольких видов деревьев, распространенных как в близлежащих средиземноморских районах Европы, так и в регионах Южной Америки. В Испании, особенно на юге, где я проживаю, кэроб очень распространен и повсеместно известен. Средиземноморское рожковое дерево дает стручки примерно 10-15 сантиметров. Они такие сжатые на вид, не раскрывающиеся, и зеленые в недозрелом состоянии, и в зрелом они коричневые. Это происходит в конце лета. Вот в конце лета повсеместно в Испании, на юге Испании, можно увидеть эти стручки, лежащие на асфальте и издающие очень приятный, сладковатый, шоколадно-кофейный запах. Это очень-очень ароматные стручки, и совершенно естественно, что они нашли свой путь в пищу. Если у вас нет кэроба, вы можете заменить его порошком какао. Порошок какао, конечно, должен быть не сладкий. Как правило, пан де альгароба делается с добавлением апельсиновых цукатов. Если у вас их нет, вы можете добавить изюм или добавить грецкие орехи, как вот в моем случае. Название кэроб имеет персидское происхождение и буквально означает «ослиная челюсть». И тот вид кэроба, который распространен у нас на юге Испании, он родом из Юго-Западной Азии, откуда он и пошел по всему Средиземноморью. Кэроб имеет множество применений в пище как для животных, так и для человека. А во время Испанской гражданской войны он очень широко использовался в качестве пищевой добавки во время дефицита в это тяжелое время. Сегодня кэроб признан суперфудом и используется для замены шоколада, а также в качестве добавки. Вот мы видим, что я делаю ламинирование после замеса. Это делать не обязательно, но иногда после замеса в миксере вот такая техника ламинирования бывает достаточно полезной для того, чтобы улучшить структуру теста, дать ему немного расслабиться. Совершенно естественно, что такая техника применима только для домашних условий, в промышленных условиях пекарни она не применяется, но там применяются и совсем другие тестомесы.
другого типа, другой конструкции. В данном случае, если вы используете такой тестомес, как у меня, то вот такая вот техника, она помогает улучшить структуру теста. Выкладываем тесто в емкость и оставляем на брожение. Немного организуем тесто. Накрываем крышкой и оставляем на брожение. Вот мы видим состояние теста по прошествии 3,5 часов при 28 градусах. Плотно закрываем его и убираем в холодильник до следующего дня. Температура холодильника должна быть примерно 6-8 градусов, то есть его желательно поставить на самую верхнюю полку. На следующий день достаем тесто и формируем в заготовку. Используем для этого воду. Так как тесто у нас имеет насыщенный коричневый цвет, то муку брать совсем нежелательно, так как это будет означать очень высокий риск возникновения белых непромесов или каких-то включений муки, поэтому желательно использовать только воду. Помогаем себе скребком для того, чтобы выложить тесто из контейнера, при этом максимально сохраняя в нем газ. И осторожно формируем заготовку. Формируем легкой рукой, стараясь производить минимальное количество манипуляций с тестом. Выкладываем в присыпанный мукой панеттон. Я вот не использую ткань, потому что мне хочется получить красивый рисунок на поверхности, который будет очень графично смотреться на темном фоне. Присыпаем сверху для того, чтобы зафиксировать тесто на месте. Накрываем шапочкой для душа и оставляем на расстойку. Вот мы видим состояние заготовки после окончания расстойки. Выпекать можно как в чугуне, так и на камне или просто на противне. Вот я решила выпечь в чугуне, поэтому раскаляем чугун предварительно и выкладываем в него заготовку. Так как я не использовала ткань, то, естественно, есть риск, что тесто у нас будет прилипать, поэтому нужно хорошенько присыпать поверхность банетона. Делаем надрез и
выпекаем. Как всегда, выпекаем первые 20 минут с паром, а затем без пара при более низкой температуре. Достаем и даем остыть на решетке. Это очень вкусный и ароматный хлеб. И вы на свое усмотрение можете делать его как более сладким, то есть сдвигать его вкус в сторону десертного хлеба, так и обычного хлеба без включения каких-то сладких элементов типа цукатов из апельсинов или изюма. Мне нравится хлеб не сладкий, поэтому я делаю его с орехами. Вот мы видим, что мякиш у него имеет такой специфичный блеск, как бы несколько стекловидную поверхность, что ли. Это вот результат использования кэроба. Уважаемые подписчики, если вам понравилось это видео, делитесь ссылкой на него в своих социальных сетях, ставьте лайки, а самое главное, пеките на здоровье.